Вчера готовили манты. Смотрите, сколько начинки осталось. Еще и тесто осталось. У блюда под названием манты есть братское блюдо, которое называется самса. Ну, знатоки, конечно, мне скажут, что настоящая самса, ее надо готовить только в тандыре. Слушайте, у меня вон там тандыр стоит. У меня 2 хорошие печки стоят. У меня есть все. Но большинство людей спросят: Сталик, а как быть нам? Мы тоже хотим самсу, научи нас готовить самсу в духовке. Уже показывал, уже учил, но повторение – мать учения. И сегодня давайте я приготовлю для вас другую самсу, не такую, как мы готовили с вами раньше. Это будет слоеная самса, во-первых, с самыми разными начинками. Это мясо тыквы, это мясо картошка, тут чистая зелень. И плюс еще одна секретная начинка, которую мало кто пробовал, даже если вы жили в Узбекистане. Даже те, кто сейчас живут в Узбекистане, маловероятно, что пробовали самсу с такой начинкой. Тем более, что эта начинка из очень старых времен, из старых книг. Ныне, в благополучные времена, когда, слава богу, в Узбекистане готовят все больше и больше разновидностей, самые разнообразные самсы. Знаете, там и с большим куском мяса внутри, и с кусочком корейки, ребрышком бараньи внутри. Чего только не положат самсу. Готовят самсу в таких коса есть для шурпы. Сверху нее тесто налепят и в тандыр. Такая самса тоже получается. А вот эти старые рецепты из тех времен, когда люди должны были еще экономить на питании, забываются, теряются. И это нехорошо. Это надо сохранять. Это богатство и достоинство каждого народа. Настоящая народная кухня, которая славится как раз тем, что можно приготовить очень вкусную еду из того, что есть. Ладно, пока я помолчу, потому что мне нужно раскатать довольно в тонкий лист вот этот кусок теста. Теперь нужно взять либо топленое масло, либо берут и растительное масло, либо самое лучшее — это взять перетопленный бараний жир из курдюка. Он, видите, какой? Он прям как свежий мед. И вот этот бараний жир, либо растопленное сливочное масло, либо просто растительное масло, либо растительное масло, в котором пожарили лук, тоже получается вкусно. В общем, у кого что есть. Бараний жир — это самое лучшее. Это у любого узбека, у любого таджика спросить, какая самса самая хорошая, если слоеную делать. Все скажут, бараний жиром вкусно будет. Теперь нам надо смазать бараньим жиром весь этот лист теста и завернуть тесто в рулет. Так, потихонечку, аккуратненько. Ну, те, кто знакомы с разновидностями слоеного теста, понимают, что будет дальше, да? Значит, дальше будет следующий лист теста, и можно этот рулет завернуть в следующий лист теста. Можно, смотря какого размера самсу хотите вы сделать. Давайте попробуем сделать самсу такую мужскую, богатырскую. Вот этот рулетик пока так свернем, чтобы он поменьше места занимал. И уберем в стороночку. Разумеется, под салфетку, для того, чтобы тесто не высыхало. Пусть лежит. Все будет хорошо. Следующий. В общем, так пока тесто не кончится. Ладно? Вот видите, второй лист еще лучше раскатался, чем первый. Значит, сейчас порядок такой. Его тоже смазываем жиром. И потом укладываем в него этот рулет и заворачиваем их вместе. То есть получится такой рулет уже двойной толщины. Вот так. И опять-таки сворачиваем этот рулетик и убираем его в сторонку под кухонное полотенце. Осталось еще 2, и можно будет лепить самсу.
Вот и все. Пускай эти два рулета здесь стоят, зреют. Мы можем заняться фаршем. Вот тем фаршем, который я обещал, что это будет необычный фарш. Знаете, что у меня здесь? В течение суток с переменной воды хорошо замоченный горох. Горох нут, нахат. Если вода в вашем регионе жесткая, то нужно добавлять соду. Ничего страшного. Перед тем, как использовать горох, промывайте его, меняете воду на свежую, и все. Никто не узнает, что там сода была. Понимаете? Просто сода смягчает воду. И вот теперь этот горох я пропускаю сначала через крупную мясорубку. Только скажите мне, разве это будет вкусно, один горох? У меня здесь вот выжарки остались от курдючного сала. Какой народный гений придумал это? Вот у кого было одновременно так, что вот есть курдючные выжарки, и одновременно есть много гороха замоченного? Где это случилось? Когда случилось? Понимаете, это же должно было как-то соединиться в одно. И вот пропускаем через мясорубку. Я сначала пропускаю через крупную решетку мясорубки. Отлично замоченный нахат, нут, горох. Вместе с выжарками добавляю выжарки щедро. И потихоньку должно получиться довольно много фарша. Знаете, что такое выжарки? Курдюк — это ведь не сплошной жир. Оболочки клеток, оболочки вот этих вот ампул, так сказать, в которых содержатся капельки жира, они, по сути, представляют собой белок. И белок не бывает в организме никаком, ни барана, никого. Белок не бывает в сухом виде. Белок обязательно в жидком виде. Поэтому курдюк возьмете сало или вы возьмете свиное сало, могу с уверенностью сказать, что там будет от силы 60% жира, 20% белка и примерно 20% влаги. Когда мы вытапливаем выжарки, сначала выходит влага, и после того, как влага вышла, выжарки могут нагреться до температуры выше 100 градусов, при которой уже лопаются вот эти вот, так сказать, ампулы, оболочки, в которых содержится жир, жир выходит наружу. То, что здесь осталось, это белок. По сути дела, точно такой же мясной белок. Они же вкусные, мы их пробуем, они очень вкусные, невероятно вкусные, очень аппетитная штука. И в них еще есть остатки какого-то жира, немного, уже очень немного. Но вместе вот как раз с горохом и вместе с тем растительным белком, который содержит горох, это получится прямо самса для культуристов. Кто хочет фигуру такую накачать, мускулатуру. В общем, батыр самса. Батыр, понимаете, да, что такое? Батыр, богатырь — это вот слова одного корня. Батыр самса будет, так и назовем ее. Конечно, вот это все нужно посолить и приправить, потому что горох не соленый. Выжарки тоже знаете, что они становятся вкусными только после того, как их посолишь. И мы сейчас посолим, поперчим и пропустим через мясорубочку еще раз, чтобы получить более такую однородную массу. Хорошо получается. У меня вот прям настроение улучшилось. Арабы из такого фарша готовят фалафель. Такие котлетки, которые жарятся прямо во фритюре, то есть в большом количестве растительного масла. Получается вкусно. Видите, узбеки в старые времена готовили с такой начинкой самсу. Но арабы курдючный жир не добавляют. Просто жарят растительное масло и все, там сколько жира впиталось, столько и питалось. Ошибку делают, ошибку. Почему-то мне хочется черного перца сюда прям побольше. Мне кажется, с черным перцем это будет очень хорошо. Прямо очень вкусно. Можно немножко перемешать, хотя вот сейчас будем пока закладывать все в эту мясорубку. Все еще раз перемешается, и все будет очень однородным, такой хорошей гладкой массой.
Не знаю, просто в качестве предположения, если кто-нибудь будет готовить, хотите, попробуйте. Когда останется фарша совсем немного, добавьте в него еще куриное яйцо. А чё нет-то? А чё нет? Вкусно будет. Ну все, давайте продолжаем. Тут бывают же такие некультурные люди, которые, как только им показываешь что-нибудь, то, что они не едят, вернее, то, что они не пробовали толком, и они начинают там писать: фу, бараний жир, ой, как жира много, ой, моя печень сейчас загнется. Вот если их такой самсой угостить и ничего им не говорить, из чего она сделана. О, я придумал. Эту самсу надо давать вегетарианцам. Ведь лопать будут, за ушами будет трещать. Понимаете? Потому что вкусно, потому что организм требует вот этого всего. И в том числе натурального животного жира, не только растительных жиров. И животного белка, а не только растительного белка, которого здесь тоже, впрочем, вполне достаточно. Есть еще одна тонкость, и довольно важная тонкость, что тесто вот такое, уже скатанное в рулет, да, должно полежать в холодильнике для того, чтобы жир внутри замерз. Если жир будет еще иметь такой, скажем, жидкий вид, то ничего не получится. Ничего хорошего не получится из этого. Слоеное тесто будет просто-напросто распадаться. Ну а так вот из этого, надеюсь, что что-то получится. Давайте попробуем. Поменьше его уже трогайте руками, не грейте это тесто, чтобы жир внутри снова не стал жидким. Вы меня понимаете. Придавили столбик вниз. Не слишком много муки сверху, иначе слои забьются и не получится слоеная самса. Вот этой стороной, наверное, наружу, да? Ну и все, где моя большая ложка для раскладывания фарша. Первые две пускай будут мясо, жир, картошка. В общем, такие довольно народные начинки. Слоеная самса, ну, можно сделать ее квадратной в виде прямоугольников, можно сделать ее в виде треугольников. И очень часто в Узбекистане делают ее именно в виде треугольников. Сложили и сразу на противень. Ну и так далее. Все очень просто. Когда вы раскатываете такую самсу, ну, понятно, да, внизу там она будет вот нахлёст, никакой сок из нее не потечет. Не беспокойтесь, если сколько-то там и вытечет, только на пользу аромату пойдет. Края раскатывайте потоньше. Середина пусть остается потолще. Чтобы самса вышла красивая, румяная, смачиваем ее яйцо разболтанное с молоком. Вот такая смазка придаст изрядную аппетитность готовым изделиям. А еще аппетитность придает кунжут и так называемая чернушка. По-узбекски, по-таджикски говорится седона. Вот как выглядит кунжут. Ну, бывает кунжут белый, бывает черный. Мы уж используем белый кунжут, раз у нас седана черная. Понимаете? Дело и во внешнем виде, и дело в том, что вот эти присыпки придают, ну, такой хороший, этнический, правильный привкус. Красота? Красота. Печка разогрета на 220 градусов, но выпекать я буду при 200 градусах. Ну, пока вот сейчас откроешь дверь, понимаете, там холодный воздух зайдет. Вот как раз 200 и будет. Через сколько минут будет готово? Я думаю, минут через 25, максимум через 30.
Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством, иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Готово самса. Значит, рассказываю подробно. 220 градусов с самого начала мы нагрели духовку, да? Когда посадили самсу, убрали температуру до 200 градусов. А когда самса стала раскрываться слоями, вот, понимаете, видите, да, вот слои топорщиться стали. Тогда убрали температуру на 170 градусов. И итого самса выпекалась в духовке 25 минут. Сколько на первом этапе, сколько на втором, в вашей духовке может оказаться по-другому. Поэтому, значит, при 200 градусах до тех пор, пока не начнут раскрываться слои, и дальше при 170 градусах до тех пор, пока не получите вот такой красивый, румяный, аппетитный цвет. Понятно, да, что мы некоторые самсушечки мы сделали треугольными, некоторые самсушечки прямоугольными. Одни из них начинены там вот тыквой и картошкой, другие зеленью, третьи горохом с выжарками. Да, в общем-то, какая разница? Бери любую и не ошибешься, потому что все это очень вкусно, по-настоящему вкусно. А вы вот это вот все, как его называют? Шаурма. Ничего лучше шаурмы нету, что ли? Ты посмотрите. Помню, в Фергану, еще в 90-х годах приехал, значит, из Турции предприниматель. Даже я бы так его назвал, делец. Он начал выпускать какую-то непонятную колбасу и делать гамбургеры. И меня с моим отцом, значит, позвал на открытие своего кафе. И показывает, значит, у него этот гамбургер. И говорит, гюзаль, гюзаль. Красиво, да, красиво. Я так думаю, ну, неохота же испортить настроение человеку, когда у него праздник, открытие кафе. Ну, пошел бы он на базар и посмотрел бы, что умеют готовить узбеки. Какие манты, какая самса. Какие тут могут быть вообще гамбургеры. Да еще, у него фамилия была Куршун, поэтому он назвал свои гамбургеры не гамбургер, а курбургер. Интересно, как сложилась его судьба. А пока что я хочу сказать вам вот что, дорогие друзья. Национальные кухни наших народов – это драгоценность. Неважно, кто придумал самсу. Таджики, узбеки, не знаю, индийцы, афганцы. Какая разница? Готовьте. Это наше общее достояние. Готовьте, угощайтесь, угощайте своих друзей, кормите своих детей вкусной едой. И, как всегда, приятного вам аппетита!